Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Это послание для звездных пар, для звездных лучезарных. Что с тобой сейчас происходит? С тобой много чего сейчас происходит. Тебе необходимо знать и понимать, что с тобой сейчас происходит. В твоем теле происходят мощнейшие метаморфозы. Они происходят уже давно. И это отражается на твоем психоэмоциональном состоянии. Это вызывает боли в физическом теле по той причине, что на клеточном уровне меняется структура. То есть это в прямом смысле метаморфоза, это в прямом смысле трансформация. И те блоки, которые были болячки, если так понятнее, они покидают, то есть идет исцеление этих болячек, исцеление травм всех, исцеление повреждений твоего физического тела, то, которое за время твоей жизни получило твое тело. И это болезненный процесс. Ты должен это знать. Ты должен знать, что твоя задача сейчас с большим вниманием, нежностью относиться к себе, к своему состоянию, к своему настроению. Ни в коем случае себе не позволять падать духом. Ни в коем случае не позволять себе долго застревать в упаднических настроениях. Тебе необходимо отказаться от всего того, от чего ты можешь сейчас отказаться. От лишнего общения, от лишних действий. Максимально освободить себя, свое пространство от того, от чего ты можешь освободить себя, сведя к минимуму общение, сведя к минимуму необходимые какие-то дела, вопросы. Потому что тот процесс метаморфоз, который с тобой происходит, он очень мега энергозатратный. И большая часть твоей энергии, которая и заходит больше, она и идет на выполнение этих изменений, на выполнение этих задач. И ты, как бы ставя себя в щадящий повседневный режим, тем самым ты себе помогаешь. Тем самым эти метаморфозы, они будут происходить и быстрее, и эффективнее. И твое психоэмоциональное состояние, оно будет улучшаться. То есть тебе будет становиться легче. Те боли, которые возникают, вполне возможно, что у кого-то уже
на протяжении долгого времени, и вы можете это отнести к неким периодическим болям, да, и если ты проведешь у себя как бы осознанный анализ, то ты поймешь, что эти боли, они у тебя ходят по кругу, то есть эти твои болячки, они у тебя ходят как бы друг за другом. Там болит у тебя голеностоп, следом у тебя болит желудок, следом у тебя болят почки. И все это, оно как бы по очереди, по кругу. Голова, там, я не знаю, переносица, горло. У кого какие из вас собранные травмы и болячки. По кругу оно ходит, потому что каждый раз это тоже щадящий режим. То есть все целиком и сразу исцелить невозможно. Просто ни одно человеческое как бы существо это не выдержит. И вот эти процессы метаморфоз и исцеления, они происходят в щадящем режиме, в том, в котором каждый может это вынести. Для истинно человеческого тела физического, да, вот этой машины, тяжелая пища, она вредна. Тебе необходимо прислушиваться к тому, что говорит тебе твое тело. Но здесь, опять-таки, эта информация не для всех. Если у вас не все в порядке с гормональной системой, вами управляют гормоны, а гормональной системой управляет чип, то это не для вас информация. Вам сначала нужно разобраться и почистить свою систему, да, прежде чем слушать, что вам будут говорить ваши системы. Проявляй нежность к себе, проявляй заботу к себе. Тебе необходимо больше отдыхать, тебе необходим свежий воздух, тебе необходима чистая вода. И растительная пища. И растительная пища. Так ты себе помогаешь. У каждого из вас есть все необходимое для того, чтобы помочь своей системе. Так мне говорят. Если так говорят, значит так и есть. Значит, у вас есть чистый воздух, значит, у вас есть чистая вода, у вас есть чистые продукты, которые способствуют тем процессам, происходящим в вашем теле, в ваших энергиях. Вопрос грамотного распределения своей повседневной жизни. Это главный вопрос. И ответственное отношение к расходованию своей собственной энергии. То есть очень внимательно к этому нужно отнестись, ответственно подойти к этому вопросу. Также вам необходимо каждому посмотреть свое окружение. У каждого в окружении может быть
крайне негативная сущность, ну, в людском облике. И эта сущность в людском облике с повышением ваших вибраций, с продвижением вот этой вот метаморфозы всячески будет вас тормошить. Потому что каждый из нас находился под колпаком и под довольно-таки серьезным наблюдением. И многим из вас это нужно осознать и увидеть. Есть такая тварь, у каждого эта тварь имеет личину разной принадлежности, так скажем, родственной, семейной, карьерной и еще, ну, то, что находится рядом с вами. И эта тварь, она всячески будет блокировать, тормозить, уводить вас в сторону, путать, снижать ваши вибрации, выводя вас на эмоции, либо постоянно вас тормоша для того, чтобы вот надо туда, надо это, надо то, надо сюда поехать, надо это сделать, вон там все срочно, и это все срочно. И любые ваши доводы, которые вы будете приводить, что мне нужно сделать там другое, или я хотел сделать это, или я думала пойти туда. Все это будет как бы обесцениваться в пользу того, что очень срочно что-то нужно сделать. Как только вы распознаете эту тварь, вам нужно оборвать все идущие к этой твари энергоканалы. И в лучшем случае прекратить общение. Ну, это как бы вообще было бы идеально, да? Если это не по каким-то причинам сделать сейчас вы не можете, то вы ставьте зеркало. У каждого из вас есть истинный свет в сердечной чакре. Вы выпускаете луч золотого света с сердечной чакры, и он берет вас в зеркальное золотое яичко, да? Сферу, если хотите, если вам яйцо не нравится. И вы даете программу, что все истинное для меня заходит, все ложное отражается. Укрепляйте каждый раз эту программу. Если вы чувствуете некое давление, вам необходимо ее повторить, опять-таки, и укрепить эту программу. Она вам поможет. И в целом сейчас для вас будет спасительным кругом как раз-таки вот эта вот программа. Я принимаю только все истинное, от всего ложного я отрекаюсь, и все ложное убираю, обнуляю. Отвергаю. Да. Если коротко, все ложное отвергаю, истинное принимаю. Вот это вот спасательный круг для
каждого из вас. И эта программа, она запустится на всех сферах. Не сразу, но она запустится. Сейчас, опять-таки, я вот сказала не сразу, но меня поправили, да? Потому что все очень сильно поменялось. Конфигурация пространства поменялась, энергии пространства поменялись. И у вас происходит мощным темпом метаморфоза. То есть вполне возможно, что она будет работать довольно-таки мощно и, в общем-то, сразу. Это поможет вам принимать решения с чистым разумом, не под воздействием а с чистым сознанием. Потому что те выборы, которые сейчас каждый делает, их переиграть будет уже нельзя. Все идет очень мощными темпами. Расслоение, оно уже произошло. Каждый становится на свою событийную ветку. И становится он и по энергиям, главное по намерениям, по наполнению, но и выбор имеет большое значение. Сейчас тяжелое психоэмоциональное состояние еще из-за того, что идет мощнейшее воздействие упоротых, то есть создана программа. И здесь вот эти вот упоротые, которые просто являются для упырей пушечным мясом, они пойдут до конца. И вот эти программы, они сотворены для того, чтобы как можно больше светоносных, большему количеству светоносных не дать вознестись. И вот эти вот упаднические настроения, если ты думаешь, что ты один, что тебя никто не понимает, что все напрасно, скажи себе стоп, хватит, стоп. Потом подумай о том, как далеко ты зашел, как далеко и как много ты, в общем-то, уже сделал. Неужели ты сейчас хочешь остановиться? Нет. Даже ради любопытства нужно дойти до конца. Запрещай себе и понимай, что с тобой происходит. И всячески поднимай свое вот это вот настроение. И знай, что ты не один. Верь себе. Верь в себя. Ни в коем случае сейчас нельзя терять надежду. Фу, надежду. Надежду мы развеиваем и обнуляем. Мы принимаем только веру в себя. И они как раз на протяжении огромного количества времени делали все для того, чтобы ее убить, эту веру в себя. Перенаправляли это куда-то, на что-то, на кого-то, сучая нам мутную надежду. Но мы ее обнулили. Фу. Мы оставляем только веру в себя. Так что не вешай нос.
Понимай, что с тобой происходит, и всячески себя балуй. Если тебе хочется отдохнуть, значит тебе нужно отдохнуть. Если тебе не хочется с кем-то видеться, общаться, значит делай так, как тебе хочется. И знай, что тот, кто очень сильно настаивает на том, что у тебя есть какие-то долговые обязательства, тьфу на него. Это та самая упырина упоротая, которая за тобой там наблюдает и не хочет, чтобы ты шел дальше. Все те нитки, которыми они воздействуют и управляют светоносными, это те самые пряники и кнуты. Отберите у них эти кнуты. Просто отберите. Так, как насколько сможете сделать это. Сможете сделать это смекалкой, оставить их с голой жопой, сделайте. Это проявление творческого мышления, многогранного мышления. В таких обстоятельствах не сможете, значит, значит так. Значит, верните им эти кнуты и не позволяйте себя хлыстать, заманивая пряником и хлыстая кнутом. Станьте свободными. Делайте правильный выбор. Ну, на этом, наверное, все.